История начинается с того, что герой в маске побеждает финального босса. Принцесса Ферия была счастлива, что Санраку спас ее мир. Внезапно Санраку понял, что настал его долгожданный момент, и он посмотрел в сторону принцессы Ферии. Он подпрыгнул и изо всех сил ударил ее ногой в лицо. Теперь мы видим реальность, и Ракуда был счастлив, что наконец-то победил в этой игре. Вся жизнь Ракуда была связана с виртуальными играми, и каждый год выпускается бесчисленное количество мусорных игр, в которые никому не нравится играть. Тогда он уже планировал сыграть в следующую мусорную игру, потому что он известен как охотник за мусорными играми. Позже, когда он был готов к школе, он сказал своей матери, что оттуда вылетела бабочка. После этого он отправился в школу, и он был уставшим, потому что всю ночь потратил на то, чтобы закончить игру «Мусор». Затем мы видим, как Рэй ждет своего возлюбленного, и она думает о том, как бы ей вовлечь его в разговор. Она пыталась дождаться подходящего момента, но появился его друг и лишил Рэя возможности поговорить с Рикуда. Днем Мана вывесила в своем игровом магазине плакат, рекламирующий известную игру. А потом в магазине появился Рэй, и она огляделась в поисках своей пассии. Мана знала, что она влюблена в Ракуда, и она сказала Рэю, что в данный момент он занят игрой в трэш-игру. Именно так она узнала о Feria Chronicle, и Рэй вспомнил, что слышал, что в эту игру трудно играть. Внезапно в магазине появился Ракуда, и Рэй спряталась в магазине, потому что не осмеливалась заговорить с Ракуда. Мана была удивлена, что он победил в легендарной игре Трэш, и сказала, что в эту игру было очень сложно играть. Он сказал, что больше всего ненавидел исполнительницы главной роли, потому что она была ответственна за большинство проблем. Кроме того, он жаловался, что она часто была в плохом настроении, и ему всегда приходилось перезапускать игру с точки сохранения по нескольку раз. Но после битвы с финальным боссом у него появился шанс отомстить, и он воспользовался моментом, чтобы избить ее. После этого Мана планировал помочь Рэй в ее миссии по завоеванию сердца Ракуда. Она предложила ему сыграть в шедевральную игру под названием Shangri-La Frontier. Некоторое время спустя он ознакомился с концепцией игры и узнал, что многие пользователи назвали ее лучшей игрой всех времен. Он запустил свою PlayStation 5 с системой виртуальной реальности, чтобы загрузить новое программное обеспечение из Utopia. После этого он был готов составить собственное мнение о первоклассной игре Shangri-La Frontier. Он вошел в систему и планировал выбрать себе работу в игре. Затем он выбрал свои навыки и был удивлен множеством вариантов внешнего вида. В результате он намеревался создать крутого персонажа, но внешний вид его персонажа вызывал сомнения. Причина этого заключалась в том, что привычка Ракуда играть в дрянные игры заставила его продать свою броню, чтобы потратить все свои деньги на оружие. Он также выбрал маску птицы, потому что она была бесплатной и, как всегда, назвал себя Санраку. Затем мы видим, как Ракуда нырнул в мир Shangri-La Frontier и огляделся по сторонам. Он заметил, что его отправной точкой был лес, и перемещение по нему ощущается почти как в реальной жизни. После этого он протестировал свое новое тело в игре и понял, что игра Feria Chronicle не идет ни в какое сравнение с этой игрой. Он посмотрел на свое местоположение и решил отправиться в стартовый город Фирстия. Затем он спрыгнул с дерева и был удивлен, что его тело стало легким, как перышко. Кроме того, он посмотрел на свои характеристики, но на него напал гоблин. Он достал из ящика с предметами свои парные клинки наемника и стал ждать нападения. Ракуда легко победил монстра, и он был удивлен, что убил его одним ударом. Кроме того, его уровень повысился, и он посмотрел на упавшее оружие. Внезапно он услышал шум и понял, что монстр собирается напасть на него. Он увернулся от атаки кролика-убийцы, и он знал, что оружие парового кролика может убить его одним ударом. Так что на него напали, но Ракуда смог отразить все атаки своего врага с помощью своих навыков охотника на дичь. Он доказал, что он не новичок, и начал контратаковать, чтобы победить монстра. В результате он смог победить его и, к своему удивлению, поднялся на 4-й уровень. После боя он понял, что с момента запуска игры не сталкивался ни с какими ошибками. На него произвела впечатление игра уровня бога эльф, и он планировал сразиться с большим количеством кроликов, чтобы получить их ножи. Однако Ракуда охотился на многих монстров в лесу, и ему удалось быстро повысить свой уровень. Ему также удалось победить многих кроликов и забрать у них кухонные ножи. Он понял, что ножи кролика очень прочные, и научился новым навыкам. После этого он понял, что следующий город можно сдать, но он столкнулся с огромной змеей. Тем временем в городе Ферстия появился рыцарь высокого уровня в белых доспехах. Тогда игроки задались вопросом, почему игрок высокого уровня оказался в стартовом городе. Рэй знала, что Ракуда всегда использует одно и то же прозвище, и удивлялась, почему она не может его найти. Она вышла из игры и планировала продолжить поиски после обеда. Тем временем Ракуда с нетерпением ждал возможности сразиться с гигантской змеей, и он начал атаковать ее. Он был взволнован и хотел проанализировать
скоординировать свои движения, чтобы победить гигантскую змею. Он смог увернуться от всех его атак и был уверен, что выиграет бой, не получив ни одного удара. Однако он планировал использовать свой прием мгновенного убийства, но его меч сломался, когда он атаковал змею. Он достал свое самое сильное оружие и планировал победить его своими ножами для кроликов. Внезапно в него брызнули ядом, и он не успел вовремя увернуться. Он подумал, что это какашки, и понял, что был отравлен своим противником. После этого его гордость была задета, и он понял, что яд убьет его, если ему не удастся победить ядовитую змею за 4 минуты. Поэтому он придумал план и планировал нанести критический удар. Он атаковал змею, но нанести критический удар было непросто. Однако он активировал заклинание грома на своих кинжалах и атаковал врага самыми сильными ударами. В результате ему удалось нанести много критических ударов, которые ослабили монстра. Внезапно его подбросило в воздух, но он понял, что стал довольно самоуверенным, потому что победил Ферия Chronicles. Он решил проявить серьезность и атаковал с помощью своего навыка флэш-контратака, объединив его с завершающим ударом. В результате ему удалось победить босса зоны, и его уровень был повышен. Он был счастлив и праздновал свою победу над своим первым боссом зоны в FL. К сожалению, он все еще был отравлен и пытался выжить, чтобы добраться до следующего города. Он побежал в следующий город и не хотел проигрывать в начале игры. Затем мы видим Рейджи, который флиртовал с Мией. Он был счастлив, что смог лучше узнать свою настоящую пассию в игре, но тут появился Санраку. Мия подумала, что он монстр, но Рейджи сказал ей, что у него есть имя персонажа. Рейджи подозревал, что его отравили, и объяснил ему, что он может исцелить себя, отдохнув в гостинице. Потом он объяснил Мие, почему на парне не было доспехов, и Мия сказала, что он говорил как ветеран. Когда он прибыл в гостиницу, Санраку сказал НПК пропустить объяснение, потому что он был на грани смерти. Он побежал в свою комнату, но не успел вовремя вылечиться. Затем он вышел из системы и в следующий раз хотел поблагодарить Рейджи за его помощь. На следующий день он снова зарегистрировался в FL и планировал попасть в число лучших игроков. Тем временем они недоумевали, почему Санраку полуголый, и он решил купить одежду. После этого он попытался продать свой гоблинский топор, но владелец магазина не захотел покупать его мусор. Он посмотрел на оружие в магазине и узнал, что этот человек также умеет ковать оружие. После этого он отправился в мрачные болотные пустоши, чтобы собрать материалы для мощного оружия. К сожалению, потребовалось много времени, чтобы добыть серую руду, и он разозлился. Внезапно появилась грязевая лягушка, и ему не захотелось с ней драться. Грязевая лягушка дразнила его, закапывая в него грязью, и он запустил в монстра своей киркой. Санраку планировал уничтожить его, и он достал свой гоблинский топор из ящика с вещами. Несколько мгновений спустя он победил монстра и получил шкуру грязевой лягушки. Он планировал продолжить добычу серой руды и пытался побыстрее раздобыть новое оружие. 3 часа спустя он вернулся к кузнецу и узнал, что добыл биткоин. Кузнец сразу же начал ковать оружие из биткоина и использовал это время для покупки зелий. После этого он получил свои биткоин-кинжалы божественного уровня и узнал, что кузнец может ковать оружие еще лучше. Вечером его наказание смертью закончилось, и он планировал сразиться с сильными монстрами своим новым оружием. Тем временем Рэй сражался с гигантской змеей. Она обыскала всю зону для новичков в поисках Ракуда. После того, как она победила монстра, она уже подозревала, что Ракуда уже в соседнем городе. Затем мы видим Санраку, который сражался с сильным гоблином. Он охотился на монстров и был удивлен, что гоблин в красной шапочке смог блокировать его атаки. В тот момент он решил стать серьезным и планировал применить полученные знания на практике. Он наблюдал за передвижениями своего врага и планировал свою следующую атаку. Но у него возникла проблема, и его окружило еще больше гоблинов в красных шапочках. Внезапно на него напали все монстры, и он недооценил игру. Ему удалось победить всех гоблинов, но он почувствовал, что появился сильный монстр. Перед ним появился уникальный монстр, и он был потрясен, столкнувшись с ним лицом к лицу. Ликагон, ночной убийца, был окутан мощной аурой, и мы узнаем, что ни один уникальный монстр никогда не появлялся в игре FL. Затем мы видим, что Рэй все еще играл в игру Эльф, чтобы найти Ракуда. Она нашла 2 человек, которые встречались с Санраку, но Мия считала Рэя монстром. Однако Рейджи остановил Мию, чтобы разозлить другого игрока, и ей стало грустно. Рейджи рассказал о том, в каком направлении пошел Санраку, и Рэй был удивлен, что Ракуда смог победить местного босса без опыта игры. Кроме того, она поблагодарила их за информацию и активировала заклинание усиления. Она сбежала и попыталась найти свою любовь в соседнем городе. После этого Рейджи заметил, что на белом рыцаре был плащ с изображением Ликагуна, рыцаря-убийцы. Он рассказал Мие об уникальных монстрах, которые существуют в мире эльф. Были созданы кланы лучших игроков, которые пытались выследить сильных монстров. К сожалению, об этом почти не было информации, потому что никто еще не победил уникального монстра. Но Санраку столкнулся с сильным уникальным монстром и понял, что у него большие неприятности. Внезапно на него напал уникальный монстр, но он вовремя отразил его атаку. Он пытался выжить и контратаковал. После своей атаки он понял, что у него нет шансов победить его. Ракута был рад, что провел ночь, тренируясь,
потому что это дало ему навык уклоняться от атаки, не нанося урона. После этого он активировал навык сильного усиления, чтобы увеличить свою силу, и начал еще одну атаку. В результате ему удалось нанести критический удар по своему сильному врагу, Ликагону, рыцарю-убийце. Внезапно его враг стал невидимым, и Ракуда успел вовремя увернуться. Он не сдался и сумел нанести еще несколько критических ударов. К сожалению, Черный Волк снова исчез, и он знал, что один единственный удар может оборвать его жизнь. Затем он попытался каким-то образом победить своего врага, но заметил, что его враг получил навык телепортации. Санраку попал в беду, но он бросился на своего противника, чтобы противостоять ему. Он был сосредоточен на поединке и пытался проанализировать схему атаки своего противника. Его противник атаковал разными техниками, и он не мог найти никакого способа атаковать. Вскоре после этого он понял, что его атаки бесполезны, и ему нужен был план, прежде чем его оружие развалится. Санраку не сдавался, потому что выиграл сотни трэш-игр. Однако ему понравилась игра уровня бога Эльф, и он начал наносить несколько критических ударов. Так что он несколько раз атаковал монстра, но его атаки не нанесли никакого урона. Санраку думал, что его слабым местом был глаз, но он ошибался. Внезапно его враг начал контратаковать, и он использовал свой особый навык. В результате Санраку больше не мог двигаться и не понимал, что сделал Черный Волк. Он знал, что проиграл, и не верил, что кто-нибудь придет на помощь. В последний момент Ракуда похвалил монстра и отказался от своей цели победить финального босса. Он решил, что его главной целью будет победить Ликагона, рыцаря-убийцу. Затем он был съеден своим врагом, и его жизнь оборвалась во второй раз за игру. После того, как его съели, он понял, что его наказанием была метка Ликагона. Он понял, что попал в просак, потому что больше не мог пользоваться своим снаряжением. Кроме того, он узнал о других побочных эффектах и был потрясен. Он не мог поверить, что его прокляли, и выглянул в окно. Потом он пошел прогуляться и понял, что его проклятие было похоже на жука из игры «Мусор». Он попытался успокоиться и вспомнил правила игры «Мусор». После этого он распределил свои очки характеристик и понял, что его наивысший показатель – это удача. Однако Санраку впал в отчаяние, но милый кролик упал с неба ему на голову. Он подумал, что это варпальский кролик, но выглядел он как-то по-другому. Внезапно он убежал, и Ракуда попросили следовать за ним. Кролик был очень быстр, и Ракуда попытался его догнать. Его заманили в переулок, где открылась волшебная дверь. Затем Ракуда узнал, что получил приглашение от Рабатутсы. Он вспомнил, что читал об этих уникальных сценариях. Когда он прочитал об этом, он понял, что в самых уникальных сценариях он может получить первоклассные навыки, заклинания или снаряжение. Он был в восторге от своего следующего приключения и с нетерпением ждал возможности получить некоторые навыки обмана. Он вошел в дверь, и после того, как дверь закрылась, там было написано, что ему нужен 80-й уровень, чтобы пройти ее. После этого он увидел город кроликов, и везде, куда бы он ни посмотрел, было множество кроликов-варпалов. Неожиданно Эмиль поприветствовала его, а она была большой поклонницей Санраку, потому что смотрела его бой. Он узнал, что ночной истребитель может победить даже драконов всего одной атакой. Но Санраку сумел нанести много критических ударов. Затем он узнал, что босс города Рабатуза хотел его видеть, поэтому его отвезли во дворец Рабатузы, и здание произвело на него впечатление. Эмил сказал, что он был первым человеком, которому разрешили войти во дворец, и Санраку был взволнован. Затем его провели в комнату отца Эмила. Войдя в комнату, он встретил босса и был потрясен, увидев лидера их города. Боссом был Банни Якудза, который любил пить рисовый сок. По внешнему виду он был похож на опасного парня, и Санраку был удивлен, увидев его. Внезапно Санраку спросили, не может ли он оказать ему услугу, и Визаж стал ждать его ответа. Санраку был сбит с толку и задавался вопросом, какого рода услугу он должен оказать. А потом мы видим, что несколькими месяцами ранее Рэй потерпел неудачу в мусорной игре. Мана хотела помочь ей произвести впечатление на свою пассию и порекомендовала игру Эльф. В результате Рэя убедили купить игру Эльф. В то время Мана еще не знала, что ее совет превратил Рэя в игрока, зависимого от Эльф. На следующий день Рэй посетил игровой магазин Моны, и Мана поняла, что она пыталась найти свою пассию. Мона узнала, что Рэй пытался найти Ракуда в игре, но пропустил первый обучающий город. После этого Мана пожелала ей удачи в поисках Ракуда и попросила рассказать ему о своих чувствах. Тем временем Руми сказала своему старшему брату, что она пойдет на работу. Ракуда искал дополнительную информацию об уникальных сценариях в игре Эльф. В результате он узнал больше о туре по Рабатузе. Он узнал, что обычно он сталкивается со змеей на игровом мероприятии, но Банни Якудза попросил его об одолжении. Затем ему рассказали об этой просьбе, и он понял, что это была секретная тренировка, призванная сделать его сильнее. Внезапно он поклонился Визажу и назвал его анархией, потому что хотел получить свою власть любой ценой.
После этого он подумал, что Визаж сердится на него, но он ошибался. Он был счастлив, что Санраку проявил к нему уважение и позволил называть его по прозвищу. Кроме того, Ваш передал его на попечение Эмиля и попросил свою дочь показать ему город. Перед тем, как они уехали, Санраку захотел отдохнуть, и Эмиль захотел показать ему город. Внезапно Ваш вспомнил, что забыл отдать Санраку какую-то вещь, которую он не снимал. Он узнал, что вызывающий душу Варпала получит его опыт, и ему сказали, что он не может забрать ее без разрешения Вашей. Но в отличие от этого он получил двойное количество очков характеристик и не нашел никакой информации о кролике Якудза. Потом он выпил энергетический напиток и захотел поиграть в еще одну мусорную игру. Он зашел в Басиорг Онлайн, которая была файтингом. Причина этого заключалась в том, что в эту игру играли только охотники за мусором. Он планировал сразиться со своим другом Кацо и принял его вызов. Кацо хотел показать ему новую атаку, которую он научился после просмотра One Piece. Внезапно на него напали, и он увернулся от удара щупальцем своего врага. Санраку сказал, что он тоже фанат One Piece, и он начал контратаку той же атакой. Затем другие игроки заметили, что два лучших игрока Басиорг Онлайн сражаются друг с другом. Санраку пытался победить Кацо, но проиграл бой. После этого он сказал Кацо, что ему было очень весело играть в Эльф, потому что это безумно сильный монстр под названием 7 колоссов. Кроме того, никто еще не победил ни одного из них, и Кацу узнал о цели Санраку. Кацу тоже решил начать играть в Эльф. Причина его решения заключалась в том, что ему было скучно без Санраку в игре. Кроме того, он написал Амине сообщение о том, что Санраку играет в Эльф. В игре она была известна как Артур, и она с легкостью убила многих игроков. После того, как она победила многих игроков, она с нетерпением ждала встречи с Санраку, чтобы сразиться с ним. Тем временем Санраку вернулся в город в качестве запасного, и Эмиль поинтересовался, каков его план. Санраку сказал ей, что прежде чем посмотреть на Рабитузу, он хотел бы побывать в городе, где произошла их драма. Внезапно Эмиль сказал, что она не поняла ни слова из его слов, но хочет сопровождать Санраку. В результате Санраку взял Эмиля в напарники, и он был удивлен, что она получила превосходные характеристики. Эмиль была счастлива путешествовать со своими любимыми воинами в Эльф. После этого появились несколько девушек, и Эмиль чуть не раскрыл секрет уникального сценария. Он убежал, а девочки сделали скриншот, потому что они тоже хотели приручить такого милого кролика, как Эмиль. После этого они оказались за городом, и Эмиль узнал, что Санраку хочет что-то протестировать. Он хотел узнать о своей метке проклятия, потому что слабые монстры сразу же убегают от него. Внезапно появился монстр низкого ранга, который сразу же убежал, обнаружив метку проклятия Санраку. Он погнался за монстром и преградил ему путь, чтобы победить его своими ножами для кроликов. Тем временем Эмиль была впечатлена своим любимым воином и планировала сразиться с местным боссом. Прибыв на болото, они не смогли найти местного босса, и он вспомнил слова Эмиля. Он вспомнил, что местного босса зовут Грязекопатель, и он не хотел сражаться на болоте. Внезапно перед ним появился Грязекопатель, и он приготовился к битве. Грязекопатель выпрыгивал из болота, а его враг свирепо смотрел на него. Санраку был потрясен, увидев перед собой местного босса. Он также понял, что должен быть осторожен, потому что монстр был очень опасен. Тогда Санраку придумал стратегию борьбы, потому что болото ограничивало его скорость. Внезапно местный босс нырнул в грязь, и Эмиль сказала Санраку, что она не хочет умирать. Он активировал свое заклинание скользящего перемещения, чтобы избежать атаки противника. После этого Санраку подождал и захотел проверить свои новые навыки, которые он получил в бою с Ликагоном. Однако Санраку заблокировал атаку своего врага и начал использовать свой навык отражения контратаки. В результате ему удалось ранить своего врага. Ему пришлось подождать 10 секунд, прежде чем он смог снова использовать свои навыки, но землекоп, не колеблясь, атаковал снова. Санраку был в опасности, и у него не осталось навыков, чтобы отразить атаку. Внезапно Эмиль активировала заклинание «Магический край», и ей удалось отбросить монстра назад. Санраку был удивлен и понял, что отныне на его стороне сильный партнер. Это дало Санраку шанс победить монстра, и он попытался подобраться поближе. К сожалению, местный босс проснулся, но у Санраку был план. Он активировал свой навык «Спиральный край» и смог создать возможность для атаки. Затем он взобрался на монстра, и Эмиль был впечатлен. Он сказал Эмиль снова активировать заклинание, и она приготовила взрывное заклинание. Санраку использовала свой навык противодействия спуску, чтобы позволить Эмиль воспользоваться возможностью применить свое заклинание. В результате она атаковала землекопа своим магическим заклинанием, повышающим силу. Внезапно Санраку заметил, что землекоп исчез, а болото начало двигаться. Он понял, что битва еще не окончена, и подбросил Эмиль в воздух, чтобы защитить ее. Тем временем Санраку подбросила в воздух, и он задумался, что же задумал
придумал монстр. Он понял, что местный босс подбрасывал его в воздух специально, потому что планировал убить его смертельным падением. Поэтому он попытался найти выход. Он задавался вопросом, сможет ли заклинание Амеля спасти его, но он понял, что это также убьет его. Поэтому Санраку решил смириться со своей смертью и приготовился к тому, что все его здоровье упадет до нуля. Эмиль не сдался и активировал заклинание, чтобы спасти Санраку. Внезапно он телепортировался через землекопа, и его гибель превратилась в контратаку. Он случайно ударил противника головой и нанес огромный урон землекопу. Санраку смог наконец победить монстра благодаря своей удаче, и он выжил с одним запасом здоровья. Он был благодарен Эмиль за то, что она была рядом с ним, и поблагодарил ее за то, что она спасла его. Санраку было очень весело, и он планировал поехать с Эмилем в соседний город. Позже он съел целебные травы, чтобы восстановить свои силы, и был впечатлен силой Эмиля. Эмиль сказала, что ей не терпится поскорее добраться до следующего города, и Санраку беспокоился, потому что они привлекут много внимания. Внезапно Эмиль рассказала о своем секретном предмете, который называется таинственный браслет Варпала. Она активировала свой браслет и превратилась в человека. В результате они смогли попасть в соседний город, не привлекая внимания, но он нашел это немного странным, потому что это делало игру больше похожей на игру в гарем, чем на обычную игру. Ролевая игра. Внезапно Эмиль снова превратилась в своего кролика, и он узнал, что она может трансформироваться только на 5 минут. Позже они прибыли в город Третья Рема, и Эмиль был взволнован возможностью попасть в большой город. Поэтому они отправились в путь и попытались попасть в город. Стражники заподозрили его в чем-то подозрительном, но Эмиль солгал стражникам. Она сказала, что Санраку легендарный герой, и он был проклят после того, как спас человечество. В результате ей удалось убедить охранников, что Санраку супервоин. Она попросила охранников позволить Санраку войти в город, и он заметил, как двое игроков перешептываются о нем. Внезапно у него за спиной появилась аномалия и остановила его. Причина этого заключалась в том, что девушки, которых невозможно было найти, сделали скриншот с его изображением. Именно так многие игроки Эльф узнали об Эмиле, и Санраку стал знаменитым. После того, как сообщение было отправлено, многие игроки задались вопросом, не является ли наличие кролика в качестве домашнего питомца обманом. Аномалия запомнила имя Санраку, и многие другие игроки заметили его татуировку. Они были шокированы тем, что именно он столкнулся с Ликагоном. Кроме того, знаменитый клан ПК Аркот из клана Шуракай решил поохотиться на Санраку. Тем временем сайгеры также узнали о Санраку и захотели узнать больше о метке Ликагона. Затем Аномалия спросила, как она может приручить кролика Варпала, и Санраку удивился, откуда у девочки такая информация. Он не знал, что ответить, но какой-то человек напал на него сзади. Однако Санраку удалось вовремя увернуться от вражеской атаки, и он сразу понял, что это был рыцарь Карандаша. Она ответила, что в Эльф ее зовут Артур Карандашгон, и Санраку понял, что у него неприятности. Кроме того, она сказала, что счастлива, что нашла его, и Санраку увидел, что на ее имени есть символ ПК. Однако Санраку встретил своего друга в игре Trash Game Hood Pencil Knight, и он был готов к битве. Затем мы видим, как в игре Trash объединяются раунды, и некоторые игроки крадут товары из магазина. Внезапно позади них появляется Санраку и уничтожает их, потому что ему нужны эти предметы. Главной целью игры была защита королевства, но процент выпадения был неоправданно низким. В результате игроки столкнулись с трудностями при получении предметов и начали воровать их в магазинах. В этом мире, где все были врагами, Карандашный рыцарь захватил контроль над королевством. Санраку и Кацу грабили замок Карандашного рыцаря, и целью Санраку в игре было победить Карандашного рыцаря. Вот так они впервые встретились с Карандашным рыцарем в игре Unite Rounds и бросили ей вызов. С тех пор они провели бесчисленное количество сражений и стали соперниками, испытывая свои силы в различных мусорных играх. Затем Артур начал нападать на него, говоря, что она искала его повсюду. Поэтому она попыталась убить его несколькими ножами, но Санраку заблокировал ее атаку, и он понял, что ножи были отравлены. Тем временем Аномалия была шокирована тем, что перед ней стоял второй командир клана убийц игроков Асуракай. Санраку был удивлен ее прозвищем «Убийца гигантов». Внезапно Санраку пошутил, и ей это очень понравилось. После этого она начала нападать на него, а он попытался одолеть Пинкилгона своими ножами для кроликов. Санраку смог блокировать все атаки, несмотря на то, что его уровень был значительно ниже, чем у Пинкилгона. После этого он предпринял контратаку, но она также заблокировала его атаку. Санраку заметил, что она старается держать его подальше от ворот, потому что это создало бы ей проблемы, если бы она сражалась в городе. Пинкилгон планировала стать серьезной, и она начала нападать на Санраку. Тем временем Эмуль медленно превращалась обратно в парового кролика, а у Аномалии все еще оставались вопросы к Санраку. Внезапно Эмиль снова превратился в кролика, и Аномалия была удивлена своим превращением. Санраку знал, что у них возникла большая проблема, но он не смог спасти Эмиля. Причина этого заключалась в том, что Пинкилгон не дала ему времени помочь Эмилю, и он использовал навык, чтобы отразить ее атаку. Он смог остановить ее атаку контратакой, и она была впечатлена. Затем он воспользовался своим шансом и побежал в город вместе с Эмилем.
Аномалия захотела сфотографироваться с Эмилем, и он ответил, что подумает об этом, если они выживут. Однако Карандашгон начал преследовать Санраку, но Аномалия применила взрывное заклинание. Она планировала защитить Эмиля любой ценой, и Санраку сказал Эмилю, что рад видеть ее своим партнером. Внезапно он остановился, потому что за ним гнались другие игроки из клана Асуракай. Они хотели уничтожить его, и план Санраку сбежать в город Рабатуза провалился. Пёнкилган поблагодарила Санраку за то, что с его помощью она получила шанс сразиться с игроком из клана документальных монстров. Санраку подготовилась к бою с игроками из клана ПК и ждала нападения. После этого начался бой, и он планировал победить 4 игроков ПК. Тем временем Аномалия начала активировать мощное заклинание, чтобы атаковать Карандашгона 5 различными элементами. К сожалению, Карандашгон получил предмет, который поглощает магию Аномалии. Карандашгон предпринял контратаку, и Аномалия потеряла почти все свои хитпоинты. Затем она узнала, что Карандашгон обладает кармической соломенной куклой, которая была очень редким предметом. Тем временем Санраку все еще возился с 4 ПКР и решил выбрать цель. Прежде чем враги успели напасть на Санраку, появилась Рэй и спасла его. В результате один из врагов был повержен, и они были шокированы появлением знаменитого мастера атаки. Санраку была сбита с толку, а Рэй была счастлива, что наконец-то нашла свою любовь. А потом мы увидели, что произошло несколькими часами ранее, и Рэй недоумевала, почему она не смогла найти Ракуда в игре. Она вспомнила, как Мана дала ей совет не сдаваться и признаться Ракуда в своих чувствах. А еще Рэй накупил кучу ненужных игр, и она не смогла найти ни одной, в которую могла бы поиграть с ним вместе. Так что ей оставалось только нырнуть в Эльф, чтобы найти Ракуда с игроком по имени Санраку. Во время игры она получила сообщение от своего клана и была удивлена, получив информацию о Санраку. По дороге в город Третья Дрема она также узнала о Пикаре, которые планировали напасть на него. Рэй активировала свой навык усиления и побежала к Третьей Дреме на полной скорости. Как раз перед тем, как она прибыла, она увидела, что Санраку подвергся нападению, и он был в ПВП против 4 игроков. Рэй немедленно выхватила свое оружие и начала атаковать, чтобы спасти Санраку. Тем временем Пёнкилган подумала, что Пик Эйрс был уничтожен Санраку, потому что она знала о его навыках охотника за мусором. Внезапно она заметила, что Сигер Зеро тоже появился, и она была счастлива, что Санраку заманил еще одного крутого игрока. Прежде чем она смогла вступить в бой, Аномалия остановила ее и сказала, что у нее все еще есть козырная карта. Затем мы видим Рэя, который наблюдал за Ракуда по дороге в школу. Она восхищалась им, потому что он улыбался каждый день. С того дня она влюбилась в Ракуда, и все, о чем она могла думать, это о том, что она влюблена в него. После школы она планировала найти связь со своей пассией. На следующий день она смотрела на Ракуда в игровом магазине и, увидев его, начала улыбаться. Мана застукал ее за этим занятием, и она часто пыталась заговорить с ним в школе. Рэй была недостаточно храброй, но она не сдавалась. Затем мы видим тот момент, когда Рэй появился, чтобы спасти Санраку. Она присоединилась к битве, и он задумался, не был ли рыцарь врагом. Санраку пытался найти выход, и Аномалия раскрыла свою секретную атаку. Пёнкилган знала, что не сможет отразить еще одно проклятие, и она была уничтожена. Ее товарищи по команде были шокированы поражением Пёнкилган, и Санраку сказал, что Эмилю следует подготовиться к созданию врат. Внезапно Санраку перепрыгнул через игроков и планировал сбежать в Рабатузу с помощью Эмиля. Он пытался добраться до следующего города, но его враги не позволили ему сбежать. Рэй остановил игроков и запомнил имя игрока Рэя. После этого участники Асура Кай разозлились, но Рэй мог думать только о Санраку. Она была рада, что он заговорил с ней, а враги попытались напасть на нее. Но Рэй легко победил атакующего противника, и члены Асура Кай были напуганы. Она начала атаку, чтобы уничтожить их, и Санраку удалось сбежать в Рабатузу. Тем временем Эмили наслаждалась энергетическим напитком, а Санраку был счастлив, что они выжили. Пёнкилган также отправил ему сообщение с вопросом, дружит ли он с Сайгером Зеро. Кроме того, она сказала ему, что он должен написать Кацу, и что они должны встретиться вместе в раундах Юнайт. Кацу также отправила ему сообщение, и оба мальчика заподозрили, что Пёнкилган просто разозлилась из-за того, что она не смогла убить Санраку в Эльф. После этого он сказал Эмилю, что планирует запустить уникальный сценарий в Рабатаза. В результате Эмиль повел его на арену, где он должен был пройти серьезную боевую подготовку. Затем он прибыл в Колизей Варпал, и Санраку был удивлен этим удивительным местом. Санраку объяснили, что он будет сражаться с сильными монстрами, которых выбрал Ваш.
Он сказал, что готов, и Эмиль начал освобождать монстров. Внезапно появились несколько гончих 65 уровня, и Санраку был потрясен. Он спросил Эмиля, почему ему приходится сражаться с множеством врагов на 65 уровне. Тем временем Рэй была счастлива, что поговорила с Санраку. Она вспомнила, как Санраку использовал ее голову в качестве батута, и покраснела. В следующий раз она также планировала отправить Санраку запрос о добавлении в друзья. Потом она задалась вопросом, не вышел ли Санраку из системы, потому что она не смогла найти его в третьем время. Он все еще был на арене, и Эмиль надеялся, что Санраку сможет победить монстров в 7-й попытке. Затем он уклонился от атак вьючной собаки и использовал свой навык скользящего перемещения. Во время его многочисленных попыток вьючная собака всегда пряталась от него, но он сумел понять, как подобраться к монстру, и атаковал его своей спиральной атакой. Санраку смог предсказать атаки монстра, и он показал ему свои навыки охотника на мусорную дичь. После этого он начал наносить много критических ударов. Эмиль была впечатлена своим любимым героем, и он победил их своими паровыми ножами. Затем Эмиль сказал, что следующий соперник определенно будет одиночным. Санраку был потрясен, увидев перед собой щупальца паразита. После этого он столкнулся со многими сильными монстрами на арене Роботуза, но никто не смог победить его. Несколько часов спустя ему удалось победить 9 монстров, и он задался вопросом, повысился ли его уровень. Он узнал, что не стал выше ни на один уровень. Тем временем появился Ваш, и Санраку произвел на него впечатление. Санраку спросил о финальном боссе, и Ваш показал ему запечатанного монстра, которого он поймал. Затем печать была снята, и Санраку задался вопросом, был ли это монстр типа чародея. Ваш знал, что ему не победить, и он сказал, что ему нужно продержаться всего 5 минут против ненормального лесного мага. Затем началась битва, и Санраку был почти уничтожен монстром. Он понял, что его противник побежден, и Ваш наслаждался зрелищем. После этого мы узнаем, что Санраку сражался с монстром 120 уровня, хотя у него всего 30 уровень. Санраку попытался провести контратаку и бросился на своего противника. Ему удалось ударить противника, но он понял, что не причинил ему никакого вреда. В тот момент он понял, что физические атаки не срабатывают, и попытался как-то выжить. Эмиль подбадривала его во время боя, и она сказала ему, что он должен продержаться еще 4 минуты. Тем временем Вэшу было любопытно посмотреть, сможет ли Санраку продержаться эти 5 минут. Санраку постоянно подвергался атакам, и его противник доставлял ему много хлопот своими навыками. Внезапно стратегия атаки лесного мага изменилась. Санраку блокировал цепи, и его друг Эмиль беспокоился о нем. Схватка с лесным магом была очень напряженной, и Санраку все еще не мог создать возможности для контратаки. Врагу почти удалось нанести ему удар, но Санраку не сдавался. Внезапно лесной маг применил электрическое заклинание. Санраку разозлили его случайные навыки, и он чуть не обжегся. Затем Санраку понял, что чем больше времени проходит, тем больше его враг путает типы магии. Он задавался вопросом, сможет ли он выжить, а атаки врага становились все сильнее и сильнее. Он знал, что если так будет продолжаться и дальше, то он умрет раньше, чем истечет 5 минут. Лесной маг также активировал новое заклинание, и Санраку счел несправедливым, что физические атаки не сработали. Он продолжал стараться не попадать под удары и не мог поверить, что прошло всего 2 минуты. Кроме того, он начал уставать и собирался отказаться от этого задания. Внезапно он передумал сдаваться и задумался, с каких это пор он стал таким слабаком. Он вспомнил свои предыдущие бои и то, что он сдался в Эльф, когда ситуация была безнадежной. В тот момент он решил выжить любой ценой и защитить свою честь как охотника на дичь. Санраку начал контратаку и бросился на лесного мага. Тем временем враг атаковал его мощными заклинаниями. Ему удалось прорваться сквозь волны атак, и Ваш был впечатлен. Однако он целился в волшебную палочку монстра, которую использовал, чтобы нейтрализовать физический урон. Монстр попытался забрать свою палочку, но Санраку остановил его и планировал закончить бой. Внезапно монстр активировал свой навык Бог Разрушения, но Санраку удалось украсть его палочку, и у него осталось 2 минуты. Ваш хотел посмотреть, на что способен Санраку как легендарный воин. На него напали враги, нанеся мощные удары. Ему удалось избежать их, и Эмиль подбодрил его, сказав, что ему осталось продержаться всего минуту. Затем перед ним возникла стена, и Санраку был скован железными цепями. Причина этого заключалась в том, что монстр хотел вернуть свою волшебную палочку. Оставалось всего 30 секунд, и Санраку подбросил свою волшебную палочку в небо. В результате он смог отвлечь лесного мага, когда тот пытался поймать его палочку. Кроме того, Санраку начал оскорблять его, чтобы выиграть время. Ему удалось продержаться 5 минут, но монстр все равно напал на него. Перед смертью появился Вэш и победил монстра. Он уничтожил лесного мага и был впечатлен способностями Санраку. Эмиль был рад за Санраку и поздравил его с победой.
После этого Санраку узнал, что он успешно прошел задание, и Ваш объявил его почетным Рабитузаном. Санраку задавался вопросом, получит ли он еще какой-нибудь редкий предмет, но Ваш снял только ошейник души Ворпала. Он был разочарован тем, что не получил специальный предмет, и его попросили запустить уникальный бонусный сценарий. Затем он вышел из системы и сразу же заснул. На следующий день Эмиль ухаживал за кактусом, и Санраку не был уверен, стоит ли ему запускать бонусный сценарий. Он решил не делать этого и хотел добраться до следующей зоны первым. Затем он понял, что не может покинуть Рабатузу без маскировки, иначе на него снова начнут охоту. Он не смог скрыть метку призрака Лики, но у Эмиля было решение проблемы. После этого она показала Санраку магазин во дворце Рабитуза. Пит был рад познакомиться со знаменитым человеком-птицей, и Санраку сказал, что его голова – это просто маска. Эмил впервые увидел, что Санраку снял маску. Затем Пит показала ему очень интересную ткань, которую она недавно получила. Позже он купил карту, и владелец магазина был шокирован, потому что Санраку был похож на привидение. Он разозлился и спросил, зачем ему понадобилось надевать костюм мема. Эмиль пыталась его успокоить, но по пути выпила много зелий маны. Затем он активировал карту и посмотрел на разные места по пути. Санраку не знал, какое место выбрать, и Эмиль предложил посетить кальдеру Фелфейт. Но он решил отправиться в первый грот призматического леса и объяснил Эмилю причину своего выбора. Он начал рассказывать Эмилю длинную историю, но она заметила, что за ними наблюдают. А потом мы увидели, что произошло прошлой ночью, и лидер клана Ашура Кай разозлился. Члены клана сообщили Ацелоту, что они не могли ожидать, что к ним присоединится Такмастер. Пёнкилган был раздражен, услышав лекцию, и спросил, почему Ацелот не позаботился об этом сам. Затем он сказал, что кролик – это ключ к некоторым уникальным вещам. Он сказал, что ему действительно нужна информация от Санраку. Внезапно Пёнкилган сказал, что им нужно сначала позаботиться о другом деле. Арселот ответил, что уникальные монстры созданы не для того, чтобы их можно было победить. Другие члены клана Асура Кай согласились с ним. В результате Пёнкилган решила проигнорировать приказы Арселота, потому что считала членов своего клана бесполезными. Она была разочарована тем, что даже один из сильнейших кланов, Велф, не осмелился сразиться с уникальным монстром. Она понимала, что не может рассчитывать на свой клан, и планировала отправить сообщение нескольким специальным игрокам, чтобы они победили одного из 7 колоссов по имени Погодник, страж гробницы. Затем мы видим Санраку, который думал, что Сигер Зеро планирует отомстить за то, что наступил на него. Он сразу же убежал, и Рэй удивился, почему он пытался сбежать. Тем временем члены клана Ашура Кай искали Санраку. Они обнаружили его из-за его игрового имени и начали преследовать. Рэй тоже охотился за Санраку, но он еще не знал, что за ним гонятся пикеры. Потом Эмиль сказал, что за ними охотятся грабители, и она удивилась, почему Санраку пошел не в ту сторону. Но он объяснил ей, что у него есть план. Он планировал обмануть их с помощью фальшивого выхода и заставить их думать, что он направляется к руинам. После этого Пкаэры попались на его уловку, и он планировал отправиться в призматический лес. Затем он прибыл к месту назначения и был потрясен, увидев Сайгера Зеро, стоящего позади него. Рэй отправила ему запрос в друзья, и он был удивлен, что Сайгер Зеро не рассердился на него. Санраку был сбит с толку и подозревал, что Сайгер Зеро просто хотел подружиться с ним, чтобы получить информацию о секретном уникальном сценарии. Но Санраку знал, что пока не может победить Сайгера Зеро, и решил принять приглашение в друзья. Рэй почувствовала облегчение и была счастлива, что ее возлюбленный принял приглашение в друзья. После этого Рэй предложил Санраку помочь ему пройти игру. Он отнесся к этому с подозрением и отклонил ее предложение. Внезапно Санраку извинилась за то, что наступила ему на лицо, но она не рассердилась. После этого он попрощался, и Эмиль узнал, что Сайгер Зеро в настоящее время в 3 раза сильнее Санраку. Эмиль попытался подбодрить его, и они отправились в призматический лес. Тем временем Рэй была рада, что Эмиль НПК, и она смогла добиться некоторого прогресса. Затем мы видим, что ПКР из клана Ашура Кай пытались найти Санраку, но они решили повернуть назад, потому что не хотели связываться с мастером атаки. Добравшись до входа в призматический лес, Эмиль снова превратился в кролика, а Санраку снял свой костюм мема. Он вошел в призматический лес и был поражен уникальным видом. Затем они с Эмиль осмотрелись вокруг и обнаружили монстров, которые собирали нектар, похожие на бабочек. Сунраку был очарован экосистемой леса в РПГ, и ему не терпелось исследовать эту местность. Осмотревшись вокруг, он достал свои кинжалы. Эмиль подбодрил его, и он начал атаковать хранилище папильонов. В результате он получил от монстра мешочек с нектаром. Эмиль с нетерпением ждал дальнейших приключений в лесу, и Санраку сказал, что им будет очень весело в этой местности. Позже у Санраку появилась следующая цель,
и он достал метательный нож из своей коробки с вещами. Он сказал Эмилю, чтобы тот внимательно следил за ним. Внезапно он начал атаковать монстра, и ему удалось удивить его своей внезапной атакой. Он легко победил его, и его фанат номер один счел шоу блестящим. Затем он посмотрел, не уронил ли монстр какой-нибудь предмет, но дерево, на котором они стояли, было атаковано жуком-носорогом. Причина этого заключалась в том, что он стоял за медом, который пчелы производили на дереве. Эмиль подозревал, что скоро начнется драка, и они тайно наблюдали за ними. Внезапно Санраку решил выступить в роли комментатора и узнал, что Эмиль для этого не подходит. Тем временем пчелы Империи потерпели поражение, и он сразу пожалел, что передал микрофон Эмилю. Она была разочарована тем, что потерпела неудачу, но Санраку продолжил свои комментарии. Он сказал, что жук-носорог одержал верх, а пчелиная матка Империи была уничтожена. В результате четвероногие жуки разбежались, и битва закончилась. После драки Сунраку и Эмиль поняли, что жук-носорог заметил их. Они убежали, и Эмиль был в ужасе. Внезапно Сунраку пришла в голову идея, и он достал мешочек с нектаром из своей коробки. Он бросил его в мимикрирующего богомола, чтобы отвлечь монстра позади них, так что у него появился шанс атаковать жука-носорога с помощью сильных навыков. В результате он смог победить монстра и получил полный инвентарь предметов. После этого они пошли дальше, и Санраку обнаружил паутину. Амаль сказал Санраку, что местный босс паук, и они обнаружили пещеру. Затем мы видим, что несколькими минутами ранее трое игроков-эльф планировали сразиться с местным боссом. Они вошли в пещеру, и сама наступил на паутину. Внезапно они заметили, что над ними находится паук-клоун, и начали кричать. Тем временем Санраку недоумевал, почему он не может войти внутрь, и заметил парня, падающего прямо с неба. Он внезапно умер, потому что из пещеры выпал огромный камень, а вход был открыт. Санраку вошел в пещеру и был готов сразиться с местным боссом. После этого он сказал Эмилю, что планирует сразиться с пауком-клоуном в одиночку с первой попытки. Эмиль спросил, уверен ли он в своем решении, что она должна просто наблюдать за ним во время боя. Он ответил утвердительно и бросился на врага. По пути он увернулся от паутины и планировал использовать свои новые навыки в бою. После этого в него бросили огромный камень, но он с легкостью увернулся от него. Огромный камень чуть не упал на Эмиль, но ей удалось вовремя увернуться. Потом Эмиль заметила, что он движется по липкой паутине, и была удивлена, что она совсем не липкая. Санраку объяснил ей, что радиальные нити паутины не липкие. Тем временем местный босс собирался заняться чем-то серьезным, но Санраку, благодаря своим прыжковым навыкам, сумел избежать столкновения с огромными камнями. В результате он смог добраться до паука-клоуна, и драка началась. Он нанес удар с помощью петли и смог ранить правую ногу монстра. Он продолжил серию атак, и паук упал. В последний момент паук-клоун попытался спастись, но Санраку остановил его. Санраку уже подозревал, что победить местного босса будет нелегко, и он бросил вниз огромные камни, которые паук-клоун хранил в своем тайнике. Так началась атака Санраку, и Эмиль подбадривал его в бою. Вскоре после этого Санраку спустился посмотреть, побежден ли местный босс, но он выжил. Паук-клоун разозлился и намеревался раздавить Санраку, но тот увернулся от атаки. Внезапно узор на спине местного босса напомнил ему озеро Агон. Он разозлился и нанес сильнейший удар, потому что не хотел снова потерпеть поражение от Ликаона. В результате он смог уничтожить местного босса и приблизился к своей цели – стать сильнее. Эмиль отпраздновал свою победу с Санраку и получил сообщение от Пенсилган. Затем мы видим Кацо, который также играл в Эльф, и он также получил сообщение от Пенсилган. На следующий день Рэй зашел в игровой магазин, чтобы рассказать Мане о ее успехе. Внезапно в игровой магазин зашла покупательница, и Мана поняла, что она надеется встретиться с Рикуто. Мона сказала ей, что Рикуто, вероятно, прямо сейчас играет в Эльф. Потом Рэй возвращался домой, и она заметила Рикуто в круглосуточном магазине. Тем временем он был удивлен, увидев интервью своего друга-профессионального геймера Кацо. Читая, он также обнаружил кое-что о предстоящем обновлении, о котором упоминал Пеналгон. Ракуда встречался с Пеналгоном вчера на Unite Rounds. Пеналгон был зол из-за того, что Казо и Санраку взяли штурмом ее замок и убили всех ее слуг. Оба мальчика смеялись над этим, но Пеналгон не думал, что то, что они сделали, было таким уж забавным. Затем она заговорила о главном, и Пеналгон спросил, не хотели бы они вдвоем победить уникального монстра вместе с ней. Она знала, что мальчикам было интересно, и она планировала бросить вызов уникальному монстру на следующий день после большого летнего обновления. В этот момент Санраку задумалась, почему Пенсилган пригласил новичков низкого уровня, но она сказала, что уровень
уровень не имеет значения. Она сказала им, что они способны победить, и мальчикам стало любопытно. Внезапно Санраку сказала, что они присоединятся к ней, если она расскажет им всю историю. Вернувшись в настоящее, он заплатил за закуски в круглосуточном магазине, и к нему подошел Рэй. Рэй поздоровался с ним, и он вспомнил, что она училась в их классе в прошлом году. Он вспомнил, как ее зовут, и она спросила, ходил ли он за покупками в продуктовый магазин. Потом Рэй сказал, что Мана сказала ей, что он играет в Эльф. Она попыталась спросить его, не хочет ли он поиграть с ней в Эльф, но в этот момент он получил сообщение от Пенсилган. Пенсилган засыпал его сообщениями, и он сказал, что должен уйти. Рэй была счастлива, что у нее есть успехи, и она была уверена, что он какое-то время будет занят с Эльф. Во второй половине дня Ракуда был дома и сразу же зашел в Эльф. Когда он вошел в систему, Эмиль пожелала ему доброго утра, но он велел ей отвалить. Она спросила его, что у него на повестке дня на сегодня, и у него было к нему несколько вопросов. Потом Эмиль узнал, что он планирует сразиться с одним из Калаи, и она была шокирована. Она открыла ворота в Рабатузу и хотела рассказать об этом своему отцу. Затем Санраку вспомнил, что он узнал от Пенкилгона, что ему следует держать Эмиля подальше от битвы, потому что НПК не может быть возрожден после смерти. Некоторое время спустя Ваш узнал о плане Санраку сразиться со стражем гробницы Уэзерманом. Он старался сохранять спокойствие, потому что хотел получить от вас хоть какую-то информацию о Уэзермоне. Он также был уверен, что сможет это сделать, потому что ему даже удалось закончить хронику Ферри. Затем Ваш сказал, что Санраку все еще слаб, и он знал об этом. Он ответил, что делает это не для того, чтобы победить. Кроме того, он объяснил Вашему, что он играет только вспомогательную роль, и что большую часть боя будет вести его друг. В результате Санраку рассказала Вашему о Пенкилгоне и ее плане уничтожить стража гробницы Уэзермонда. Ваш ответил, что у них нет шансов победить его, и это все равно безрассудный шаг. Санраку не сдавался и пытался убедить Вашего не останавливать его. Так вот, Санраку сказал, что он слаб, но он был убежден, что сможет выиграть бой со своими друзьями. Затем Санраку сказал, что у него есть честь души Варпала, и ему удалось убедить Вэша этими словами. Вэш начал говорить о метеорологе, и Санраку узнал, что он живой труп, не способный даже упокоить самого себя. После этого Вэш сказал, что не планирует его останавливать, и он сказал, что Санраку должен пойти с ним, потому что он немного поможет ему после этого. Все. В результате Санраку отвели в кузницу, и он надеялся, что там его усилит. Внезапно в кузнице появился Белак, а Эмиль приветствовала свою любимую старшую сестру. Потом она сказала, что Эмиль и ее отец уже много о нем рассказывали. После этого Ваш посмотрел на ножи Ворпал из Санраку. Он сказал Белаку, что собирается подняться на них. Белак была удивлена, узнав, что ее отец собирается взяться за молот. Внезапно Вэш спросил, есть ли у Санраку редкие материалы, и он вспомнил о материале, который недавно собрал. Санраку дал ему панцирь четырехгранного жука, которого он победил в призматическом лесу. Ваш посмотрел на материал и сказал Санраку, что этот материал подойдет. После этого Ваш начал заниматься ковкой, и Белак сказал, что ему повезло. Санраку узнал, что Ваш уже много лет не брал в руки молот. Кроме того, он узнал, что Ваш кузнец, и он необычный кузнец. Он узнал, что он кузнец, который может выковать утраченное оружие божества. В результате он получил титул божественного мастера. Некоторое время спустя началось шоу Вэша, и во время ковки появились магические круги. Санраку был впечатлен, и Белак объяснил ему, что значит поднимать оружие. Однако Санраку усвоил, что подниматься означает изучать знания и опыт, связанные с оружием, чтобы поднять его на следующий уровень. Внезапно Ваш начал петь песню и стучать по ножам Санраку. Санраку был впечатлен Вашим, и он был в восторге от нового оружия, которое он получит. Несколько часов спустя Ваш закончил ковку своего нового оружия и сказал, что измельчитель Варпала обрел свое настоящее имя и форму. Санраку узнал, что он получил двойное оружие – лунные клинки. Затем он проверил новые характеристики своего оружия и понял, что они были превзойдены. Санраку был благодарен за это и планировал испытать свои лунные клинки. Внезапно открылось окно, и он узнал, что им нельзя пользоваться из-за несоответствия требованиям к характеристикам. Он посмотрел на свой статус и узнал, что ему нужно достичь 50 уровня, чтобы им пользоваться. После этого он встретился со своими друзьями в третьей дреме и извинился за опоздание. Пенкилган и Кацо разозлились и решили наказать его за это. Внезапно Санраку сказал, что он узнал информацию о метеорологе. Прежде чем он начал говорить о метеорологе, он был удивлен, что Кацу выбрала женский аватар, и его не удивило, что Кацу придумала еще одно странное прозвище. После этого Санраку начал рассказывать им, что метеоролога называют живым трупом, который пережил свое время. Они задались вопросом, был ли уникальный монстр-метеоролог, страж гробницы, не мертвым монстром. Внезапно Пенкилган сказала, что у нее есть кое-какие дела, о которых нужно позаботиться. После этого она сказала двум мальчикам, что они должны пойти и поработать в железных руинах. Пенкилган дал им удочки и карту, где указано укромное место для шлифовки. Перед уходом она сказала, что им просто нужно следовать ее инструкциям,
и она заметила, как Амель пытается притвориться шарфом. Санраку ответил, что это просто последний модный тренд, но Карандаш Гон знал, что ему хотелось увидеть реакцию Као. После того, как Карандаш Гон вышла из комнаты, Эмиль сказала, что у нее ужасно разболелось ухо. Као был удивлен, что оборудование Санраку может говорить, и он сказал Эмилю, что ей больше не нужно притворяться шарфом. Вечером Санраку сказали, что погодник активирует навык в начале битвы, который устанавливает максимальный уровень всех персонажей в зоне боя на 50. По этой причине Пёнкилган отправила своих друзей в железные руины божества, чтобы они могли подняться до 50 уровня. На следующий день мы видим Санраку и Кацу на пути к железным руинам. Он посмотрел на карту, чтобы добраться до секретного места в руинах Айрона, которое идеально подходит для шлифовки. Войдя в железные руины божества, они осмотрелись по сторонам. Кацу сказал, что это место напоминает ему игру Brave Galaxy Fighter. Санраку ответил, что он никогда не слышал об этой игре, потому что играл только в мусорные игры. После этого Санраку стал смеяться над ним, потому что он был на 6 уровней выше своего друга. Внезапно Амил предупредил Санраку, что на них упал странный светящийся камень. Он узнал, что это был беспилотник подавления, и Кацу сказал ему, что он может переждать это. Кацу сражался с монстром и атаковал его с помощью своего навыка «Один удар». Санраку был впечатлен, и он заметил, что Кацу активировал на себя баф. Внезапно появилось еще больше монстров, и Кацу объяснил, что его заклинание дает бонусы к силе и живучести. После боя Санраку рассказал, на чем он сосредоточил свои характеристики, и Эмиль сказал, что Санраку переполнен душой Варпала. Кацу не знал, что такое душа Варпала, и они пошли дальше. В поисках потайного места Санраку удивился, как Карандаш Гон вообще нашел такое место. Кацу ответил, что то, что Карандаш Гон нашел это место, было достаточным объяснением. Несколько мгновений спустя они обнаружили дыру, и в указанном направлении было указано, что нужно прыгнуть в нее. Затем Кацу сказал Эмилю, что он прыгнет в дыру первым. Эмиль был впечатлен и сказал, что она замечательная женщина. Санраку пытался объяснить Эмилю, что Кацу парень. В результате Эмиль пришла в замешательство и сказала, что в жизни так много загадок. Внезапно он услышал, как Кацу назвал его неудачником, и сразу же прыгнул в яму вслед за ним. Когда он добрался до секретного места, он был очарован видом озера Тирлайт. В инструкциях Пенкилгона было написано, что в этом районе они могут найти чудовище по имени Озерный Змей Лайфстайл. Так вот, они начали ловить рыбу, и рыба укусила Санраку за удочку. Он поймал только одного лосося и был разочарован своим уловом. Несколько мгновений спустя Кацу поймал озерную змею, и Эмиль был шокирован этим. Санраку сказал, что пришло время показать свое новое оружие, и он достал свои двойные клинки Empire B. Затем мы видим, как за несколько дней до этого Белак выковал свои двойные клинки Empire B. Санраку заснула, и Белак подумала, что Санраку проявляет к ней неуважение. Он извинился и уладил недоразумение. Когда он посмотрел на свое оружие, поведение Белака почему-то напомнило ему о том времени, когда ему пришлось играть в симулятор свидания. Ему до сих пор снились кошмары об этом, и Белак задавался вопросом, что же не так с Санраку. После этого он поблагодарил Белака за его новое оружие. Вернувшись в настоящее, он испытал свое новое оружие и сразился с Кацу против змея. Он вызвал коррозию на теле змея своим правым клинком, потому что его правый клинок обладал особым свойством. Затем Санраку вспомнил, что Билок сказал ему, что его оружие заражает часть его атаки и со временем разъедает ее. Затем Санраку продолжил целиться в тело змеи, чтобы ослабить ее своим разъедающим ядом. Он сказал Кацу целиться в то же самое место, и Кацу нанес сильный удар. В результате они создали слабое место, и Эмиль спланировал атаку на них. Эмиль была почти убита змеей, но Кацу защитил ее. Затем они втроем напали на чудовище, и им удалось победить змею. После этого они набрались большого опыта, сражаясь со змеем, и Кацу планировал использовать свои недавно приобретенные навыки. Однако Кацу был удивлен, что Санраку ничего об этом не знал. Он объяснил Санраку, что игроки могут создавать комбо-навыки Valve. Санраку был шокирован этим и пожалел, что пропустил обучающий городок. В отчаянии он решил вернуться к работе. Позже у них в гостях был Пёнкилган, и Кацу планировал рассказать, что Санраку пропустил учебный городок. Санраку угрожал Кацу, и он пообещал не рассказывать ей о своем постыдном секрете. Потом Пёнкилган сказал, что у них нет времени сидеть сложа руки, и они могут встретиться с этим человеком только в полнолуние. Пёнкилган рассказал, что для того, чтобы победить метеоролога, им нужно поговорить с уникальным НПК Сицуной. Несколько мгновений спустя мы видим Санраку и его друзей в призматическом лесу. Пёнкилган показал им потайной ход. Кацу спросил ее, как она вообще узнала об этом. Пёнкилган ответила, что она нашла это потайное место, когда пришла сюда, чтобы забрать кое-какие вещи. Внезапно Санраку начал раздражать Кацу, потому что он еще не нашел ничего уникального. Затем проход закончился, и они обнаружили волшебное место, где повсюду росли прекрасные цветы. Они были впечатлены, и Пёнкилган сказала, что ей действительно нравится это место. Потом они услышали, что там кто-то поет. Они заметили женщину, и Эмиль был удивлен,
потому что она была прозрачной. После этого они узнали, что перед ними была Сицуна. Тем временем Санраку задавался вопросом, не она ли была ключом к уникальному сценарию. После этого Pencil Gun познакомила своих друзей с Сицуной и дразнила их, называя своими закадычными друзьями. Затем она пообещала, что с этой командой ей удастся наконец покончить с Ведомен. Внезапно Сицуна пристально посмотрела на Сунраку и удивилась, что его сопровождает ребенок Золушки. Она сказала, что он напомнил ей кого-то из давних времен. Кроме того, Сацуна поблагодарила его за то, что он оживил прекрасные старые воспоминания из ее прошлого. Затем начался уникальный сценарий, и Санраку был взволнован. Кацу и Санраку приняли задание по уникальному сценарию. Сицуна рассказала свою историю о том, что метеоролог – ее самая большая любовь. После этого они узнали о трагической истории любви Сицуны и метеоролога. Сицуна объяснила им, что метеоролог был связан прошлым, и что барьер не позволял ему попасть в это измерение. Но в ночь новолуния они могут попасть в это измерение через трещину. В конце концов, Сицуна попросила их похоронить ее самую дорогую любовь. Пёнкилган ответил, что им удастся похоронить метеоролога и что они не разочаруют ее. Тем временем Кацу и Санраку были удивлены словами Пёнкилган, потому что она обычно относилась к неигровым персонажам как к отбросам общества. Пёнкилган разозлилась на их грубые слова и наказала своих товарищей. Пёнкилган была в плохом настроении, но она не убивала двух мальчиков. Внезапно Пёнкилган призналась, что время от времени она тоже эмоционально погружалась в игры. Кацу сказала, что серьезно относиться к игре – это здорово. Он сказал, что как профессиональный геймер он понимает, что она чувствует, и Санраку снова посмеялся над ним, упомянув, что он до сих пор не нашел ничего уникального. После этого мальчики начали спорить, и Пёнкилган был рад, что они стали его товарищами. После этого она решила победить Уэзермана вместе со своими друзьями. Она была уверена, что у них все получится, и Эмили восхищалась их дружбой. Тем временем Сицуна тоже была уверена в себе и надеялась, что ее самый дорогой человек скоро обретет покой. На следующее утро он планировал поработать над своими навыками. Он вспомнил, как Эмиль рассказывал ему о садике навыков, который находится в Рабитузе. Некоторое время спустя он поздоровался со своей матерью, которая готовила завтрак. Она была рада, что Ракуда вспомнил об их соглашении, иначе он провел бы весь день, играя в игры. Внезапно появилась Руми, и она пожаловалась на свою мать, потому что на кухне завелся жук-носорог. После этого она посмотрела на фотографии Амины, и Ракуда узнал, что она боготворила Амину. Ракуда сказал своей сестре, что знаменитостям тоже нужно уединение, и что она не должна преследовать ее. Внезапно отец Ракуда вернулся домой и принес с собой большую рыбу. Затем мы узнали, что семья Ракуда каждое воскресенье собирается вместе на завтрак, обед и ужин. Ракуда знал, что его семья ненормальная, но он наслаждался каждым днем, проведенным с ними. После завтрака он планировал потренировать свои навыки игрока. По этой причине он решил зайти в игру Bossiorg Online. Когда он входил в систему, он планировал сразиться с финальным боссом в сюжетном режиме. Затем он встретил игрока по имени Стрекоза. Стрекоза попросила у него совета, потому что у него возникли проблемы с выполнением задания. Он узнал, что он новый игрок, и был шокирован этим. В результате он решил сразиться с Dragonfly. Он хотел посмотреть, на что способен новый игрок, и они начали битву. Стрекоза немедленно бросилась на него, и он попытался использовать прием жука, чтобы победить его. Он вытянул руку своего персонажа и создал большое облако пыли. Санраку сразу же раскусил его и смог увернуться с помощью движения жука Йо-Йо. Санраку был взволнован и планировал показать новичку множество различных багов в этой игре. Тем временем Рэй планировал отправить Ракуда письмо в формате эльф. Причина этого заключалась в том, что она хотела пригласить его поиграть с ней в эту игру. Затем мы видим Стрекозу, которая снова напала на Санраку, и он планировал победить Санраку хотя бы один раз. К сожалению, у него не было ни единого шанса против сильнейшего охотника на мусорную дичь в мире. После этого Санраку сказал ему, что в стиле быстрого удара кулаком он практически непобедим. Стрекозе было очень весело драться с Санраку, и он попросил его провести еще один бой. После этого Санраку подумал, что он снова атакует теми же приемами, но Стрекоза использовала прием Йо-Йо. Внезапно Стрекоза заметила, что Санраку отвлекся, и ударила его приемом летящий удар. Санраку был впечатлен его улучшениями, но он знал, что его противник не сможет двигаться в течение нескольких секунд, так как прием летящий удар не был приемом для жуков. В этот момент Санраку решил напасть на него с помощью жука-бункера. Стрекозу отбросили назад, но он не сдавался. Внезапно Стрекоза обнаружила новую ошибку, и она вызвала сразу два летающих удара. Санраку смог противостоять ей, но он хотел, чтобы она попала в него. В результате Dragonfly выиграла, а другие игроки были удивлены этой недавно обнаруженной ошибкой. Санраку поздравил Dragonfly и сказал ему, что он, скорее всего, является первооткрывателем новой ошибки в игре. Также он узнал, что ему разрешили выбрать имя для этой ошибки. После этого Санраку захотел сразиться с ним в последнем раунде. Он показал ему жука-двойника, который создал теневого клона самого себя. Санраку понравилось сражаться с новичком, и он не сдержался в бою. Однако Санраку выиграл финальную битву с помощью своего клона,
и Стрекоза была благодарна Санраку за то, что он показал ему много новых трюков. Тем временем Кацу скучал по Санраку, потому что Карандаш Гон издевался над ним. На следующий день Санраку зашел в Эльф и планировал посетить сад навыков. Он был очень взволнован и спросил Эмиля, в какой стороне находится сад навыков. Некоторое время спустя Эмиль сказал ему, что сад навыков во дворце содержит гораздо больший выбор, чем в городах. Затем они прибыли в сад навыков, и Санраку был представлен старшей сестре Эмиля Эльке. Кроме того, он узнал, что они тройняшки. Внезапно Санраку начал улавливать манеру речи сестры Эмиля и попросил ее о помощи. Элька объяснила ему, что он может комбинировать навыки высокого уровня, чтобы добиться превосходных результатов. Затем он начал комбинировать навыки друг с другом, и Элька потребовала 6 биткоинов за 6 комбинаций. Вскоре после этого Санраку проверил свою статистику и задумался о том, как ему следует распределить оставшиеся 5 очков навыков. Внезапно появилась Элька и объяснила, что он должен выпить смесь. Эмиль и Элька подбадривали его, и Санраку немедленно выпил ее. В результате он выучил все 6 комбинаций сразу. Впоследствии Санраку узнал, что Элька также продает гримуары умений. Она планировала сделать Санраку скидку, а Эмиль пытался предупредить его. Потом он посмотрел на цены на гримуар навыков, и они оказались дороже, чем новый Ламборгини. Элька обманула его, и у Санраку не осталось денег после покупки гримуаров. Он был расстроен, потому что на самом деле планировал потратить эти деньги на покупку доспехов в Третьей Реме. После этого он встретился со своими друзьями в Змеином Яблоке. Пён Килган уже ждала их, и у нее в голове созрел коварный план. Она рассказала им о проблеме, связанной с тем, что ее клан Ашура Кай использует уникальный сценарий для развития своих навыков в ПВП. Поэтому Санраку спросил, в чем заключается план Пенкилгона. Она объяснила им, что ПК получают предметы и экипировку, когда убивают других игроков. Таким образом, ПК часто обладают редкими сокровищами и по сути являются ходячими сундуками с сокровищами. Затем она сказала, что планирует раскрыть тайну убежища клана Асура Кай. В результате они станут мишенью для многих игроков и могут уничтожить клан Асура Кай.